едем домой из Москвы на М3 Е92, которая уже чуть-чуть засветилась в прошлых эпизодах. В этом эпизоде мы чуть ее покажем. Мы где-то 200-300, да, проехали? Ладно, смотри, что может. Может, не надо? Ну не надо! Зараза! Зараза! Хватит! Хватит! Убью! Погода, правда, чуть не встречает. То есть едем чисто на матовых стеклах, но с горбатым капотом, Silverstone Silver, все дела, перформанс руль. Едем в Ростов. Братан, ну будильник у тебя серьезно стоит. Проспать шансов нет. Орет на всю хату. Доброе утро. Брат. Вставай, у нас дел пипец. Слышишь? Много дел. Много дел, да. Три телефона. Как ты? Нормально. Я вернулся. Скучал? Да. Привет. Здорово. Давай, вставай. Ща. Или еще вот 8 минут берешь. Да. До депу. Да. Ку ютубу. Добро пожаловать в мою ростовскую комнату. В последнее время я тут супер редко бываю, несмотря на то, что в прошлом мае я вернулся из Дубая. И все равно какой-то такой вот ритм жизни, что я то там, то тут, там, сям. И в Ростове провожу меньше всего времени. Хорошо это или плохо, не знаю. Вчера задумался об этом, наверное, это прикольно. Пока есть такая возможность. То, что нет какого-то такого постоянного места жительства, конечно, это не очень хорошо, но сложно. Но как будто я всегда об этом мечтал. Так, ну что вам показать? У меня здесь есть картина Железного человека. Она тут висит где-то с 2019 года. Но рядом с ней висела еще одна картина, но она недавно упала, потому что у нее нитки просто уже, старые. Эту картину мне подарили в 2019 году, когда еще М2 не было, и я о ней только мечтал, вот такую рыжую. Также, что у меня тут есть настоящая серебряная кнопка. Оригинальная. За 100 тысяч зрителей на ютубе. Куча лего. Дофига чего мне дарят. Всякие М2. Вот ту М2 мне подарили. Я ее не достаю из коробки. Там CS-ка. Что еще? Вот такой GT3 мне подарили. Уже как бы потихоньку комната заполняется не просто во владельца М2, а в человека, который мечтает о GT3. Раз GT3, два GT3. И что-то еще было. У меня еще бешеная коллекция Hot Wheels. Но они живут вот в таком ящике, потому что я не знаю, куда их вешать. Телек, который вообще не включается. Стол, который был в съемной квартире в Ростове, пока я тут жил. На полкомнаты, но такой Defender леговский. Комод, шкаф, еще шкаф, полка, сплит, кровать. Такая чистая комната какого-то школьника, как будто. Все в лего, все в каких-то машинках. Ну, как-то так. На память решил показать. Раньше когда-то светилась моя комната в эпизодах, но я, если честно, даже не могу вспомнить, когда последний раз. Вот же он. Бля, разъеб тачка, братан. Брат, опять запикивать будет. Че, норм? Красивая, да. Красивая. Ну что, вот мы с мамой пригнали из Москвы. Silverstone Silver, ё-моё. Как они? 359? 359 стиль. 359 стиль. Пока стоит во дворе. Позже отвезем ее к Лукаше в детейлинг. Там ее чуть помоют, почистят. И нормально, короче, расскажем про нее. Она 8-й. Да, она оптика арест. Блин, офигеть на ширик. Такой кайф снимать. В смысле, вот весь дом помещается. Прикинь. Вот Илюша вырос.
Ладно, поехали. Устроили тут небольшой субботник. Илюха попылесосил, поподметал. Я навел порядок, полки там перебрал. Что еще у нас тут из кайфов? Ё-моё. Этот сезон мы начинаем, точнее в этом сезоне. Этот сезон, с этого сезона мы катаемся на новом масле. Посмотрите, сколько нам всего прислал Равинол. Базару нет. Но тут, короче, и на М2. В М2 я буду лить вот это масло. Кому интересно, 5В40 Racing. Нюрбургринг тестит брать. На самом деле, ну реально, пацаны на Нюре гоняют на нем. То есть сейчас вот была гонка на Нюре. Очень много тачек на спонсорстве Равинол. Проверим, тоже погоняем. Так что да, ну конечно не хотелось бы прям проверять и чем-то рисковать. Но почему-то мне кажется, что хорошее масло. Естественно, это оригинал. И вот это, я так понимаю, в Сильвию. 550, тоже рейсинг. Но его очень много. Ты столько на Сильвии не катаешься. Очень много. Нет, ну на Сильвии лучше, конечно, чаще менять. Но так, да, на М2 у нас... Ну тут я с Никитосом маслом поделюсь. Нам сколько нужно? 7? 7? Да, 7. Он сказал, я уже 7. забыл. Каждый год одно и то же делаем, никак выучить не могу. Ну, получается, что у нас тут? 8 на замену. На 3 замены, короче. Еще останется. Как-то так. Фильтра у нас есть. Все наготове. Воздушные, салонные, масляные. Здесь на 2 машины. На Никитоса тоже. Никитоса это довез нас до гаража и отскочил. Как обычно. Какие-то резко дела. Ну а до этого, кому интересно, я лил Mobil 1. Оригинал, естественно, 0V40. Вот такую модель. Что у нас по плану? Я хочу снять белые колеса, потому что, если честно, чуть поднадоело на них кататься, хочется дать им отдохнуть. Плюс на белых колесах машина смотрится прям такой массивной. Но когда я, короче, их уберу, вы поймете, о чем я говорю. Хочу на время покататься на черных, переобуть шину на них, потому что тут вообще какая-то старая узкая. Этот запакованный. Вот такой у нас есть бонус в виде шибаты 285/30. Макс Третьяк нам отправил докатать, но тут как бы нормальный остаток. Короче, у меня задней шины много, а передней нет. У меня задняя раз, задняя на белых есть и задняя на синих. Вот тут у меня вообще Мишлен. Мишин это член, брат. Чего? Поэтому, скорее всего, придется белую морду снять и надеть на черную морду. Вот, но у нас тут есть... Ну, давай вот это уберем и покажем. Короче, колеса, которые я заказал еще когда жил в Дубае, то есть больше года назад. И они у меня с прошлого сезона лежат в гараже. Я их не обул, потому что, ну, реально не было возможности собрать шины. А хотелось прям комплект шин на эти диски надеть, потому что это, братья, внимание, оригинальные апексы, которые я заказал из Америки через Дубай. Они золотого цвета и в таком классическом дизайне. Похожие на BBS, но они не составные. То есть это ковка с полкой. Вот такие бублики. Орехи, да. Такой жирок. Честно, из-за того, что они уже сезон целый, больше года лежат в гараже, ощущение, как будто я уже на них покатался, понял? Они чуть надоели лежать, и у меня вообще мысли, может быть, их вообще не надевать и тоже продать. Но просто продать, а что брать? Вот. Нету дисков, которые прям кайф. А как будто повладеть именно прям оригинальными американскими дисками, еще и в таком дизайне, очень хотел. Повладеть ты повладел. Не, повладел. Базару нет. Еще нет. Да. Да, но я, короче, решил сейчас поставить черные, а к граундеду подготовиться, купить комплект хороших шин, полусликов круг и собрать их на золотых дисках и поехать в Сочи. Вот на такой красоте. Engineered
in California, братик, не халам-валам. Орехи на майчленах будут? Нет, на Нанканга, братик. Я немного знаю историю этих колес, не конкретно этих, а в целом, типа, как они появились. Все мы, естественно, кто там наблюдают за трековыми тачками, Nürburgring, Track Tool, всем, естественно, похож дизайн на BBS. И как бы, что в этом плохого? BBS 88 стоят 8000 евро. Они трехсоставные и как будто бы не особо доступные для пацанов. Эти диски, естественно, подешевле, раза в 2 точно. У одного из работников Apex есть 46-я M3 в трек-туле, и они решили спроектировать под эту машину какие-то а-ля кольцевые диски. Ну, то есть Apex это в целом, у них кованые в основном колеса, которые делаются под трек. Но они вот решили сделать что-то вот в таком дизайне. Конечно, как будто этот дизайн больше подходит как раз-таки на 46-ю и на 92-ю. Вот эти вот прям BBS, когда BBS ставят на F-ки, как будто вот чуть-чуть не то. Вот они очень круто смотрятся, но как будто чуть-чуть не то. И они, короче, нарисовали эти диски и вообще не планировали их производить в массы. 18-шки они сделали. И людям очень зашел этот дизайн, и то, что есть возможность купить кованые такие диски, похожие на BBS в классическом дизайне. То есть это как бы и не копия BBS, то есть это Apex. Да, но они похожи. Но при этом они как бы вот в такой какой-то классическом дизайне, что прикольно. И людям настолько это зашло, и Apex такие, блин, давайте сделаем типа предзаказ, если наберем большое количество, то пустим их в производство. И все, эти диски полетели, но только это было уже почти 2 года назад. И я их заказал в предзаказе. Вот прикинь просто, какой кайф. Ну, Не было ни у кого еще этих дисков, никто их не мог купить и поставить. И я был вот в первом числе, кто заказал эти колеса. Я их заказал, короче, в октябре 24-го. Зимой они их сделали, пока отправили туда-сюда, весной они приехали в Сочи. И все, и лежали вот в гараже. Все равно это как вложение. Все, кто владеют дисками, ты знаешь, это как коллекцион, ну как часы. Вот у тебя много часов, например, Rolex, не Rolex. Понятно, что это чуть другая цена, но это тоже как какое-то вложение. И они будут с годами дорожать, ты думаешь? Вот BBS и TEхи по-любому. Ну то есть, ты знаешь, что TEхам в этом году, по-моему, 30 лет. Ого. И они до сих пор актуальны. То есть, зачем выдумывать вот какие-то там вот эти снежинки, когда вот дофига классических, олдскульных дисков, которые смотрятся невероятно круто. Но объективно, братик. ZE40, ну дизайн Race ZE40 и TE37, это ну прям как будто эталонные диски, нет? Ну да. Ну вот они пипец на большинство машин подходят и очень круто смотрятся. Очень интересно, как это будет смотреться на М2. Возможно, и не будет смотреться. Я пока не представляю. Я видел фотографии в интернете, уже катаются такие машины на этих Апексах. В целом прикольно смотрится. Да? Снимаешь? Да. Ну а сейчас мы меняем масло. Ебой. Тебе в этом августе на Граундеде Да. будет уже 18 лет. И ты пока время зря не терял, уже сдал на права. Да. Расскажи. Ну да, сдал на права уже. Хорош. Но вот. пока не могу кататься. Сегодня ты будешь сам менять масло. Ну, я буду тебе просто подсказывать, что делать, но ты будешь учиться сам. Окей. Давай. Вот, так что начинаем с чего? Самое простое. Открыть капот. Хорош. Там рычажок один раз и второй. Еще раз. Все. Братик, зачем ты руку поставил на пол? Тазик там для чего? Как он? Пацаны просто на его прическу масляную. На эту челку. Что не так?
Как он под струю нырнул, походу. Нормально? Да, поменяли же Когда у масло. тебя прям на брови масло, понял? Жестко. Не, ну первый раз, что, первый раз. Да. Ну, бывает. Поменяли же. Поменяли. Все, вопрос. Никаких. Фу. Мы забрали тачку с детейлинга. Сейчас хоть вкратце и покажем, расскажем, что мы имеем вообще за экспонат. Что первое бросается в глаза, это то, что она в редком цвете. Silverstone. Сильвер. Серый Silverstone. Это показатель того, что это настоящий гоночный трек. Ну, то есть настоящий эмошный цвет, потому что он назван в честь гоночного трека. Далее у нас сочетание серый на бежевом, что тоже прикольно. У нас здесь жирная музыка, Logic 7, очень круто играет, это опция. У нас есть подстаканники, это тоже опция. Подстаканники фликсом. Это в смысле опция, понял? У нас где подстаканник, видишь? Это Но- вот тут под ручкой. Да, а два он а я тебе объясню, потому что вот такие вот 17-летки садятся и коленями ломают их. Да, это И понятно. поэтому проще было сделать дырку в торпеде, чем сколько тут деталей вообще. Легче просто не рожать новых людей. Ну, тогда, тоже чтобы не вариант. ломали старые машины. Тачка у нас на ДКТ. 10. Да. Ну, мы под эту историю решили, что ДКТ лучше людям зайдет, чем механика на ручники. Да, еще у нее оригинальный перформанс-руль, что прикольно. Он Не показывает. почему-то на 9.2 скошенный. И, ну, как будто норм смотрится, не знаю. Не круглый, Пойдет. короче. Да. Здесь Алькантара, кнопка М, кнопка кнопка поменять М. CD-диск. Да, кстати, CD-чейнджер имеется. Да, она на шторке. На ключ нажми. Базару нет, Да, комплектуха у нее прикольная. Черный потолок, все дела. Но, по-моему, они все на черном потолке. Карбон крыша, 359 стиль. Я бы их сделал, наверное, в более стоковый серебристый цвет, потому что такой темный графит не очень прикольно. Еще что бы я сделал с ней, именно по внешке, я бы, наверное, убрал этот спойлер. Это, кстати, оригинальный перформанс лезвие, перформанс лезвия. Я бы поставил просто лезвие стоковое в цвет кузова, потому что как будто бы на таком цвете оно чуть пятном воспринимается. Рест-оптика задняя стоит. По шинам что, обычные стритовые спек. Мишлен Пилот Спорт 5 на морде. Триангл на жопе. У нее чуть-чуть что-то сделано с выхлопом, но сама банка сток. Что-то там, короче, вырезано. Такую тачку, короче, если вдруг кто не понял, мы отдаем среди тех, кто оформит карту по моей ссылке, дебетовую бесплатную карту, и чуть-чуть ей попользуется. Все очень как будто бы просто, и даже ничего покупать не надо. И мы отдадим эту машину в конце мая. Мы привезли ее в Ростов, на ней тут чуть покататься, поснимать ее. Мы не сняли, к сожалению, момент, как мы покупали, выбирали машину, но я попросил Климку найти, и Клим был в лютом восторге, когда я ее забрал. Вонючка дырявая в Че сравнении с еще раз? Че говоришь? М2 просто вонючка в сравнении с М2 это Пепси-кола простая, такая старая, понял? М3 92 это вот Джек Дэниелс, братан. Вот, я себя Спайдерменом ощущаю в этом городе. Ёбнувшись нахуй, блядь. Звук этот, блядь. Братья, вот что бы вы выбрали? Современные технологии, экологичность, комфорт или немецкие V8, бля? И чисто как выглядит 17 лет, и как выглядит 17 лет. Бля, вы одного года? Прикинь? Прикинь, Здорово, когда Илюша родился, Шалеть. кто-то пошел в автосалоне и ее Бля, купил в почему она Москве. легенда, а он зумер тогда? Согласен, несправедливо. Брат, ты тоже легенда. Рано Блин, ну или- заставка Топ Гира реально. Реально. Чисто супер рандомный выбор машин. Да, да. Электричка. На чем приехал Хаммонд? Ой, не Хаммонд, Джеймс Мэй. Вон Кларксон хуя. По идее, он должен ее сейчас, эту электричку, снести Потому что нахер. там, братан, вот такой V8. С завода пластиковые передние крылья, вы знали? Да, я знал. Нет, Имейте в виду, если что-то у вас с крылом произойдет, стоить будет что карбоновая, братья. реально Не дорого. найти таких крыльев, да, они очень дорогие. Ну, вес, братик. Типа для облегчения сделали? Ну, думаю, да. То есть пластиковый. Думаю, да. легкий. Да, пластик точно легче, чем... Ну, правда, не знаю, легче, чем он алюминий. А у нее не 2, да? Там лепесток.
прям Нашел. Вот он, брат. Немецкий V8, бля. Единственная атмосферная, последняя атмосферная, не единственная, атмосферная М3. И знаете, почему у нее такая коробка же на впуске? Почитайте в интернете. Но у нее же 8 дросселей стоит здесь. Под этим коробкой это впускной ресивер. Это как у нас вот такая коробочка маленькая, и там фильтр, и воздух пошел в дроссельную заслонку. А здесь на каждый цилиндр свой дроссель. Если сейчас поднять эту штуку, там будет вот так вот 8 дросселей торчать. Из-за этого очень отзывчивый двигатель, из-за того, что дроссель. Ну а тебе как 9.2? Очень нравится. Серьезно? Прям, да. Тачка, короче, в комплектации на EDC, но у нее стоят стойки, по-моему, Билштайн, поэтому она чуть-чуть на дропе. Ну да. Живая дырка на впуск, вот, пожалуйста. Живая. Соединяется. А там, кстати, Форма обманка. впуска, а здесь, ну, как бы, Фальшивка. ну, нету уже. Мне нравятся вот эти все темки. М3. Да, что? Потому что автомобиль разрабатывался концерном BMW, когда у BMW были бабки, а не маркетологи. Последняя настоящая, значит, она. Ну да. Короче, Потом после нее F87 последняя настоящая. Сейчас еще 5-7 лет будет. ну Джиха G87 тоже будет настоящая. последняя. Короче, надо попробовать на ней ланчануть. Ты вот когда-нибудь ланчевал на 9.2? Мы тоже. И я, если честно, так и не понял, как это активировать. Отдельно ключ надо вставлять, братан. Ну да, это тема. Вставлять и нажимать. У нас как будто она только вышла, понял? Люди вообще про нее не знают, и мы снимаем обзор. Первый обзор на 9.2. Да. Ну, Ревазов Ларгус тоже не первый снимал, но пизда. Согласен. Смотри, видел, у тебя тут своя зона есть. Вау. Тут вообще дофига кайфов. Тут отдельный бардачок, Так, вот сюда направил. пепельничка есть, шторка, братья. У нас, когда мы отключаем стабу, у нас появляется дополнительный кубик на коробке. Вот этот. То есть тут у нас вообще получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 режимов. А у нас в М2 их всего лишь 3. Но как будто я не уверен, что кто-то ездил, например, на 3-м режиме. То есть ты либо едешь в самом злом, либо в самом обычном. Нет? Вот, а что делать дальше, я не знаю. Я вроде видел, что то ли надо вот так на вторую передачу. А если вперед? Короче, ну держишь тормоз левой ногой. Ну, короче, ничего не происходит. Можешь загуглить? Можно. Нажать педаль тормоза, затем полностью прижать газ до упора, удерживать, и когда загорится соответствующий индикатор, отпустить тормоз. Брат. Машина Откуда у ДКТ режим S? Не, все Есть, правильно. он прав. Ну, S S это или M, механик. вот он имеет, да, либо в S, либо в механике. Это просто, да? Ну и все. Да. Дальше он говорит просто DSC off, типа и газ тормоз. Ну вот нету. Тормоз до конца. Нету. Тогда, если не с ДКТ, скажи, Безруков в Человеке-пауке играл в итоге? Да, в итоге Джейми Мендер, он же Безруков, в роли Человека-паука, действительно появился в фильме. Это было в одном из спин-оффов, где он как раз исполнил роль. Это Безруков же встречался с Гвен Стейси? Да, точно. Ага. В этом сюжете он как раз встречался с Гвен Стейси. Все, Их спасибо, история братан. Ну, тогда понятно, почему у нас ланч не включается. Так, пацаны, мы разобрались. YouTube тема, конечно. Спасибо. Значит, мы включаем все. Ставим самый злой режим. 6-й кубик. Далее держим левой ногой тормоз, ну то есть понятно. А далее что я забыл? Держим вперед. Той рукой возьми, давай. Покажешь? После тормоза нужно зажать шифтер вперед На и минус. держать его. На минус. Да, зажми шифтер вперед и держи. Зажимаю вперед и Тормоз. бросаю И тормоз. бросаешь тормоз. Да. И А у шифтер неё отпускаю, нажимаешь Видишь газ. флажок, видно? Да, ну да, вроде. нажимаю газ, И все, и бросаешь шифтер, она поедет. не поехал. Не поехал. Туда. Ну ты держи газ в пол и брось шифтер. Страшно. У нее шифтер вместо педали тормоза работает, просто понял? Мне кажется, условно? она как сцепа срабатывает. Ну, типа, коробка. понял, да. Так, окей, еще раз. Тормоз до конца, шифтер, Шифтер, бросаю держи. тормоз, Да. газ. Во, бросай шифтер. Базару нет. Но это выглядит эффектнее, чем тормоз бросать, да? Прикольно. И как будто даже удобно. Ну, с другой это стороны, как так будто- у тебя не две руки на руле, конечно. Как будто защита от дурака, понял? Ну да, может быть, кстати. Чтоб типа у тебя случайно он не включился. Я вас поздравляю, это был наш первый Давай лайв. еще раз, да, 9-2. да. Отсюда прям долбать, что такое. Так может она, кстати, может не даст. Не Почему? дать. Да Может, ей даст. стыдно. Да 2 раза даст. Мне кажется, эта машина в принципе
принципе, лаунч-старт первый раз сделал. Ай, братан. С Баджалини, как думаешь, делал лаунч-старт? Не, ну Ты, ему мне это кажется, не в жизни интересно. он это не делал. Бурнаут только делал. И то. На Мерседесе. на Мерседесе. Я не могу сказать, что эта машина лучше, чем, например, наша М2. Не лучше, она другая. Она вообще другая, она живая. Она... Вот в ней нету ощущения, что она старая. Нету, Вот, нету. понял? Вот если, например, смотришь там на 996 Porsche, с кем она была, типа, в одно время актуальна. 996 прям старая машина. Просто Здесь она стала такого классикой, братан. Даже М5 Е60 по салону, да, вот да, ты сидишь, ощущается она старее. ощущается старее. С этой Сервантом. тупой коробкой. Ну да, это Вот, досталось ДКТ, Да. достался крутой звук V8. Дроссельный мотор, да. И вот она как будто из-за этого не ощущается какой-то старой. Ну и она просто до сих пор чаще появляется в медиа и везде. Она, понял, не исчезающая машина. Сколько ты видел в Инстаграме М5 и 60? Ну И да. сколько по сей день наблюдаешь 92-х? Блин, прикинь, это же когда-то была... Это сейчас уже типа все такие 9.2, V8. А когда-то чел выкатил такую из салона и Да. поехал на работу. У нас с V8, с 8 дросселями под капотом. Причем как она хорошо трогается. Она вообще не буксовала. Ну, мне кажется, в ней какой-то вот режим именно Ну срабатывает. да, да, да. Наши машины Стабилизация. тоже же не просто тупо едут, они все равно на стабилизации стартуют. Блин, Немецкий пипец, у них V8. длинные передачи. У нас как будто не такие длинные. Они просто еще В смысле, мы первые выкручиваются. круги на первой передаче крутили. Ага. Просто у нас еще и, братан, из-за того, что момента сильно больше, эти передачи слишком легко раскручиваются. Но я думаю, что здесь в любом случае ряды в коробке другие, конечно. Я дома тут лазил в своих вещах, искал диски Басты. У меня тут есть небольшая коллекция. Хотел послушать в тачке в норм качестве, потому что на дисках сильно приятнее музыка играет. Ну, не знаю, либо это так кажется и воспринимается. Вот, и наткнулся на остатки моей дубайской М3. Не знаю, может кто-то помнит, но у меня была в Дубае очень крутая М3 белого цвета. Одна из самых первых. Это, по-моему, 8-й год. На механике. Вот, но мне пришлось ее продать. И я на память тут взял с нее такую книжку японскую. В ней тут есть оригинальные японские наклейки на ключ. Ну, в смысле, не то, что японские, просто наклейки на ключ. Вот в эту часть они клеятся. Ну, типа, у тебя несколько ключей, и ты можешь наклеить наклейку, чтобы знать, где чей ключ, там, не знаю, мужской, женский, первый, второй. Не знаю зачем, ну, короче, вот такой вот стикер-пак есть. Это что? Да я же тебе только рассказывал, ты что, наклейки вот. Когда у нас будет своя 92-я, наклеим. Тебе женщину? Не, тебе же. Не, тебе женщину, а мне Единицу. единицу. Нормально? Короче, я не знаю зачем, это абсолютно бесполезная книжка, потому что она полностью на японском. Но вот этот взгляд, кайф, нет? И еще у меня есть вот сервис-бук, мне подарил ее Довик в Дубае. Ну, типа, выписывать сюда все, что сделал с машиной, на каком пробеге, но у меня М3 настолько мало пробыла, что я, естественно, даже ничего не успел с ней сделать. Вот она. BMW M392, VBS, настоящая М-ка, from Dovidas, for many kilometers to come.
25 мая 2023 года. Пипец, это уже почти 3 года прошло. Жестко. Ну, в общем, все, что осталось на памяти. Что, диски берем? Все? Держи. Блин, это кайфово, нет? Что тачки такой какой-то имеют мост современности с чем-то таким уже неактуальным. Даже в моей М2 есть этот дисковод. Тут еще и фильмы можно смотреть. Да. Четко, нет? Два, две круглых, 9. Вот еще кусочек М3 в гараже. Это ее старый шильдик, который был на ней. Он чуть затертый. Я его поменял в Дубае на новый. Вон она, если вдруг кто не видел. И вот старый шильдик я забрал и вот так повесил тоже на крышу на память об этой тачке, которая на самом деле спасла, ну не то чтобы спасла мне жизнь, но очень сильно выручила. Потому что вкратце, ну я эту историю не особо рассказывал. Ну короче, я купил М3 супер вкратце в Дубае из Японии, привез. И в момент, когда она ко мне пришла, я решил вдруг помочь товарищу деньгами, потому что мне показалось, что он в этом нуждается. У самого денег не было, я занял у другого товарища деньги и помог ему, и естественно товарищ пропал, и мне пришлось продать машину, чтобы просто отдать этот долг. Вот, в целом, наверное, эта машина спасла не мою жизнь, а мне кажется, что все могло зайти сильно хуже, и могли пострадать вот эти персонажи, так что М3, короче, взяла на себя удар в виде продажи. Короче, могло быть все сильно хуже, и хорошо, что хотя бы так. Надеюсь, что это М3, не то чтобы спасет мне жизнь, но какой-то даст пинок, толчок в виде этой мотивации, в виде истории с картой, что мы отдадим эту М3 среди тех, кто оформит именно по моей ссылке карту ОТП банка. Ну и если вдруг, на что я очень сильно рассчитываю, если мы вдруг покажем результат по картам, если мы хотя бы там пробьем какой-то прогноз по количеству карт, то тогда можно будет смело планировать дизайн. И, естественно, делать дизайн с GT3, но, какого-то нужного количества карт нету, но просто хочется, чтобы рекламодатель остался доволен. Короче, я все как есть говорю, и я и так бы рекламировал это. И, возможно, М3 бы не было, я бы просто делал рекламу карт, но мне как будто не прикольно просто рекламировать карты, и хочется вот повторить историю не в плане того, что хочется купить себе еще одну машину и повторить эту историю, но история с картами Тинькова, с М2, это пипец было круто. Это прям вот, люди до сих пор, кто меня встречает, достают эту карту, говорят, вот мы до сих пор пользуемся. И вот чисто вот ради этого движа хочется реально вот добиться того, чтобы сделать дизайн, новый дизайн карт. Поэтому я вот так вот активно это все пытаюсь продвинуть. Ну и плюс вот идея, что мы в виде мотивации взяли М3. Что прикольно. Ничего даже покупать не надо, просто оформил карту. Попользовался ей, что в целом и так ты и делаешь ежедневно, день. Да, просто нужно поделать именно этой картой. И все, и ты участвуешь, можешь выиграть машину. И мы вот в конце мая отдадим эту М3 рандомно тому, у кого есть вот эта кислотная карта. Да, пока что без дизайна, просто кислотная ОТПшная карта. Но я уверен, что если мы сейчас казанем, то можно будет смело согласовывать дизайн. Ну, а если не получится, не получится. Что уж делать? Че, у нас М2 готова, братан? Реально? Ты поменял в ней масло. Мы уже поменяли на ней колеса. Мы это не снимали. Пойдем колеса покажем. Что мы имеем? Мы имеем стоковые М763 стиль. Это родные колеса М2, как я уже и говорил. Спереди мы поставили Nankang NS2R, по-моему, он называется 265-30-19.
смотрится кайфово. Плюс мы поставили проставку 1,5 сантиметра. О, Я, если честно, думал, не влезет, но... Ну как? Конечно же, ну, крылья страдают. Куда без этого? не кайф новые эти подкрылки Да купить? надо, да, их заказать. Надо. Они уже протерлись. На жопе у нас что? Стоковый диск 10 ширины и Shibata 285/30. Короче, в целом у нас получился такой достаточно грамотный спек по шинам в плане размера, в плане шага. И вот такой вот вид на черном. Осталось помыть тачку, и можно выскакивать в целом в город, нет? Подрифтить? Можно. Ну, как-то так. Ну и еще брендинг у нас тут появился. В Ссылочка. японском стиле, да, мы сделали наш сайт Rides, где продается вся наша мерчуха, футболки, стикер-паки, афиши. Ну, а мы что? Надо помыть тачку и чуть хоть прокатиться на ней, да? Ну да. Так, мы приехали на нашу дрифт-арену, на левый берег. Тут небольшая компания ребят собралась. Хочется чуть-чуть хоть проветриться, прокатиться. Ты рад? Да. А ты? Сейчас вещи скинем, ё-моё, страшно. Где Никита, брат? Не знаю. А тебе удобно ездить и снимать с такой аппаратуры? Ну да я привык. Новый iPhone? Я привык. Здорово. Посмотри, валяется. Нет, нет. Базару нет-нет? Нет, нет. Джиха. Японская. Такая она, да, японская реально. На хром колесах. На механике она, кстати. На брендинге. Черт, это Брайан. Я просто тебя люблю, брат. Черт, это Брайан. Брайан это черт. Короче, так прикольно Владик ее подсобрал. Ну, на камере не видно. Пороги в цвет, крылышки в цвет. И она только задний привод, потому что механика и не компетишн. Завтра на Оба. ФК ставим. Блин, ну вот, пацаны, уже не в гараже. Готовый спек на черных колесах. Вот так получилось. Сток колеса, но не сток посадка. И вылет чуть не сток из-за проставок. Мне нравится. Я вот, когда купил спойлер, я прям знал, что с черными колесами черный багажник будет очень сладко смотреться. Ну и плюс керамика открылась, потому что белые колеса закрывали керамику, а здесь все видно. Кайфово, мне нравится. Так, пацаны, ну вот мы на мехе выскакиваем на прогревочный круг. Ну давай хоть какое-то задание хотя бы поедем. Да, я весь конфиг еду. А тут есть какой-то конфиг, да? Да, конечно. Моя с клатча. Приятно. Вау. Не, ну весь конфиг проехал, братан. О, подожди, ты третью, наверное, да? Перепутал чуть. Блин, кайф механику. Отклачевал, поехал дальше. Брат, я вообще не угадываю, что за конфиг. Я тоже что за конфиг ты едешь. Ну, GTA такой. Ну все. Да, надо научиться, мне получится. Не, ну смотри, вот это разгон, тут постановка, вот туда поехали, да. Не получается. Ну надо пробовать. Ну, может быть, ты попробуешь с малого? Можешь типа, попробовать на грани. попробуй с 8. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай, блин. Я, говорит, конфиг еду. Ну, конфиг, как, ну такой вот Ты не конфиг. хочешь покататься, остыть? Да, я просто заехал от страха, брат. О, родственница М3 CS. Как у Климки. На 437. Хорошо смотрится, нет? Мне нравится. Так, Илюша. Чё? Ты менял масло. Пробуй дрифтить. На. Ты что, угораешь? Нет. Да ну! Давай! Я с тобой, садись. Реально? Да, садись. Ну нахуй! Пакет.
Я думал, ты никогда ему не дашь. Почему? Я так не говорил. Ну что, пацан на права уже сдал. Кататься еще накатается. Подрифтить же надо. Ты уверен? Ты уверен? Я-то уверен. Не, ну мы сейчас просто начнем с тобой с базы. Без скоростей, без перекладок. Давай. Просто пятачок на первой передаче. Это тяжело. Нет. Ну, просто надо прочувствовать. Сейчас чуть-чуть хоть попробуешь. Потом постепенно будем пробовать. Потом тебе понравится. Я об этом пожалею. Руль можешь опустить, как тебе? Да не, нормально. Думаешь? Да. По зеркалам все видно? Джойстик вправо. Все, у тебя там уже все выключено. Поехали вот просто налево, вот так по надконусами прокатимся. Давай левее в тот ряд. Да. Вторую. Да, тут надо пощелкать. Так, и что делать? Ну, хочешь, пока просто можешь туда-сюда прокатиться, попривыкать. Можешь пощелкать передачу, типа третью вот уже включить. Тормоз прочувствовать. Габариты вот прочувствовать тоже. Если сомневаешься, лучше, ну, Не сомневаюсь. не имею в виду, что не вписываешься, лучше остановись и во второй раз поверни. Нравится? Что чувствуешь? Ну, руль легкий. Ну, хочешь, я тебе тяжелый сделаю, то тут настраиваться. Сейчас самый тяжелый. Лучше? Это типа самый спорт режим. Ну, спорт, но я не знаю, зачем руль тяжелый делать. Ты всегда на легком едешь? Я, да. Только по трассе я иногда ставлю спорт плюс. Ну, руля. В целом небольшая разница. Ну, большая, да. Давай попробуем просто, чтобы ты вот так вокруг начал двигаться. Просто вот тут по пятачку, по кругу. Окей. Вот так по кругу, чтобы Ну, ты не понимал. боком, типа. Нет, просто едем, да, на ровных колесах, чтобы ты понял, ну, вообще, габариты, Угу. типа зону свою прочувствовал. Окей. Давай. Все, вот так вот несколько кругов сделай. Привыкни вот к газу. Чтобы вот стабильно просто едь, понял? Чтобы ты не ускорялся. Стоп. Давай в обратную сторону попробуем. Просто прочувствуй, как машина поворачивает на ровных колесах. Далее мы будем пробовать сорвать задние колеса. То есть вся суть кручения пятачков и в целом, наверное, дрифта — это баланс Угу. двух вещей. Баланс газа. То есть у тебя слабый газ, у тебя машина выравнивается. Если сильный газ, тебя разворачивает. Вот тебе нужно чувствовать эту середину. И у тебя баланс руля. Угу. То есть если ты сильно в одну сторону дал, тебя закрутило. Если сильно не дал, тебя выпрямило. Понял? Угу. И вот нужно этот баланс ловить. То есть ты же форзу катал, ты понимаешь, как машина себя ведет. То есть джойстиком подруливаешь. Да. Вот, нам нужно сейчас плюс-минус вот этот момент прочувствовать. Просто на первой передаче мы не сильно даем газ. И в момент, когда машину срывают, типа, ты это почувствуешь, нужно руль чуть подотпустить и в обратную, в противоположную сторону дать. И давать чуть газом, чтобы машина толкалась, и при этом рисовать круг. Но не сильно газовать. Нет, тут и не нужен сильный газ. Мгм. Ты если будешь сильно газовать, тебя будет закручивать, и ты будешь развернулся и на месте буксуешь. Это типа фигня. Ну, это нам не надо, это на свадьбе, брат, будешь делать. Окей. Хочешь? Можешь попробовать. В правую сторону чуть газку дать, она сорвется, чуть брось. И вот этот момент прочувствуй, когда она срывается. Все, давай. Попробуй, прожми. Прожми. Вот, нет, сильнее. Еще сильнее. Руль бросай. Вот как она пошла, руль бросаешь, понял? Давай. Давай еще раз. А как легче, влево или вправо? И туда тебе надо делать одинаково. Это как на коньках кататься, брат. Все, много газа. Видишь? Почувствовал, тебя развернул. Да. Вот этот момент нужно ловить. Угу. Давай. Нет, смотри. Ты... Во, давай. Ты не разгоняй машину. Вот ты ее разгоняешь газом, она у тебя не буксует. Тебе надо прям на маленькой скорости уже начать мылить колеса, понял? Во, газуй. Вот когда вот в этот момент ты поймал газу, понял, на
а чуть еще открывать. Когда отпустил, уже... Вот когда она пошла, ты бросил газ, все правильно ты сделал. Но в нужный момент надо опять его открыть, И понял? поймать, типа. Да, давай. Газ, руль, газуй, 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 газуй. Все меньше газа. О, тише, тише, все, стой, братец, а рулить как? Почему он развернул? Так, а зачем ты бросил газ, ты чё? И В из-за этого смысле? развернул? Ну ты руль отпустил, ты ж рули. Ты как будто в свободное падение отпустил ее, ты шо? Вот. На тест-драйве, пацан. Базару нет. Я на его лицо. Как он чуть в М4 не дал, блин. Да. Ну как тебе? Топ? Кайф. Какой уровень машины? Вот. Вот так надо, понял? Брось. Меньше. Не, смотри. Меньше не значит полностью его убрать, понял? То есть прям чуть-чуть. Чуть-чуть просто дозировку убери, понял? Дозировку. Главное, газ не бросай. Не, там Бросай. сцепление Ну, не только не бросай. ла-ла-ла-ла-ла. Вот так, а смысл? А? Не, да, баланс. Но не бросай его, понял? Когда бросаешь, машина выпрямляется. Больше газа, больше угла, меньше газа, меньше угла. Все просто. То есть, хочешь, чтобы она всегда ехала, нужно всегда газовать. Ну, только не по-еблански, просто в отечку. Бросил. Не бросай, Илюха, это не подруга со школы. Газ надо держать. О! Звони и говори, ты меня на днюху не позвала, а я тебя собаку на дрифт не позвал, поняла? Пацану хочется газ держать. Да, понял? правильно. Баланса нет. Ну и чё, как тебе впечатление, ощущения? Я пока не понимаю. Не, ну в целом ты... ну, Брату, сними. есть какой-то восторг от всего этого действия? Или типа... Не, ну, тупой, Не, ну он не эмоциональный, ну чё. Ну что тупее, симулятор или дрифт? Симулятор. Ну, хотя бы... Это похоже с симулятора? Нет, вообще нет. Ну так же не Не, получается. ну когда и там не получается, логично, что... Нормально. Всему свое время. И подруга будет, и дрифт будет. Ну, конечно. Все будет. I'm so far out of sight. Yeah, that sounds about right. Kill this club, not my vibe. Be the highlight of my night. Look alive. We can start with something light. I can get you so right. I just need an invite. You my target, no doubt. Yeah, something about you really stood out. Give me baby, cause you got 3 strikes. Come here, baby, cause you got what I like. I'm so far out of sight. Yeah, that sounds about right. Kill this club, not my vibe. Be the highlight of my night. Look alive. We can start with something light. I can get you so right. I just need an invite. Как? Какая зеленая? Вот мы на гриле. Ты понял, что это Это не тот из остров другого? мужчин? Да, это не гей цвет. I love man. Лучше у всех I love man, типа, я люблю мужчин. Ну да, остров мужчин. Ты вот так заходи сразу. Чё? Открой Ага, машину. закрыто уже. Все, да. Отойди назад ты еще раз. Давай. А, то, что механика? Редкость М3. Согласен. Не копор. Не копорт. Не бита. И она переходник еще, да. А у Ислама на граунде? Не, у него не переходник был, но механика. Пипец. И у Владика этот монитор. Это переходная машина с мехой. Мне, кстати, нравятся эти моники. Так, и чё, все?
DSC off, можно ехать? Получается. Только даем режим включенный. Да я же за это вроде что-то включено. Что, за М5 поедете? Поехали! Поехали! Я на высоке. Да, попробуем. Мы первый раз на этой тачке. Может, вы первый, чтобы я вас камнями там ничего не То есть оформим, братан, если что. Оформим, если Давай, что. ладно, да? мы сами попробуем. Давай. Брат, ты знаешь, что мы можем сделать? Чё? Сэп? А она что, X-Drive, что ли? Нет, она у него, по-моему, чисто задний привод. Ремни натяну. Да, тут Спинка уже поднялась. Она к аварии готовится. Понял? Не, серьезно. Бля, в смысле, меня посадила, посмотри. Что-то это. Да, вот так пятка все равно клачует. Она, возможно, не дает как. Еще чувствуется, что нету развальных опор. Есть. Есть? Да. И развал спереди есть. Как будто мало развалов. Мало, скорее всего. Слушай, прикольно. Кстати, сцепу можно во время дрифта выжимать, а машина продолжает Да, лететь. продолжает лететь. Что там, эмки греются, не греются, все нормально, вон чуть больше 100. Норм. Рабочая температура. Так она не дает просто агрессивно клатч бросить, что ли? Она Что-то все да, равно да, не, но типа, как-то не так ты хлопает. бросаешь, но она так... Ладненькая машина, когда он из-за того, что там двудисковая стоит керамика, он когда бьет, она прям бьется, понял? Ну да, Сцепление. ну вот тут что-то не было, не знаю, может обороты мало, оборотов мало. Тут чистой теории, если сток сцепления, ну вообще-то не очень любят. Ну не буду. Говорят, так. что они недолго живут сток сцепления на этих машинах. Блин, ну кайф за кем-то прокатиться. Понял. Понял. Ну это Как F10, понял? братан. Владик тоже говорит, да я траекторию знаю. Я просто не угадываю, куда он поедет. Ну он такой, бля, чтоб комфортно Да, было, да. просто максимально широко поеду. Мы так в разнобой Просто поедем. главное пошире херяч восьмерку. Пошире просто езжай и все. Не, ну в смысле по траектории по широкой. Не, ну пошире пошел. Что ж он тормозит? Понял. Ты как? Насрал. Бля, я окно не закрыл, меня обсыпало. Я тоже. Да, она классно управляется. Реально? Очень легкая. Ну, в смысле, потому что она такая мягкая валка. Очень понятно. Перекладывается классно. Но М2 все равно лучше, да? Ну, она просто своя. Ха. Едет классно, реально. Бля, какие рядные шестерки. И в конце еще вот этот подъезжаешь к кентам. И он сосите на своих турбинах, бля.